Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 26 октября, промежуточный выпуск. Сразу же напоминаю вам, наши уважаемые подписчики и гости канала, что вы можете оставить в комментариях к этому ролику свои вопросы, на которые я отвечу, скорее всего, в субботу. Я надеюсь, что в субботу будет время, выкрою час и отвечу на ваши вопросы. Поэтому перед тем, как формулировать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса, и я сразу буду видеть, что в этом комментарии не только добрые слова и всяческие прекрасные пожелания, возможно, конструктивная критика, но и вопрос, потому что передача все-таки ответы на вопросы, и соответственно, на это я буду обращать внимание в первую очередь. Очень много наших уважаемых подписчиков не пишут слово «вопрос», не ставят знак вопроса и формулируют вопрос в конце своего комментария. Пожалуйста, все-таки поставьте в начале знак вопроса, чтобы я видел, что вопрос сформулирован все-таки. Большое спасибо. Так, теперь перейдем к событиям. Ну, понятно, что всех в первую очередь интересует здоровье президента России Владимира Путина. У Владимира Путина была остановка сердца, как мы уже сообщали. Его реанимировали. Он находится сейчас в очень плохом состоянии. У него состояние было стабильно тяжелое, сейчас состояние его ухудшается. Никаких прогнозов оптимистических врачи не дают, вообще никаких. Прогнозы только на ухудшение. Посмотрим, как будут развиваться события. Все в окружении президента ожидают самого худшего. Ну, самого худшего для них, прекрасного для всех остальных. Но, тем не менее, опять-таки, вы уже знаете, исходя из наших материалов, что группа Патрушева консолидировала вокруг себя пул, ну, скажем так, наиболее ярких представителей путинских элит, тех, которых можно было состряпать в такое жалкое подобие политбюро. Еще раз повторяю, что большинство из этих людей имеет абсолютно разные интересы, абсолютно несопоставимые друг с другом и находятся на диаметрально противоположных частях своего мировоззрения. Вернее, у каждого свое мировоззрение, и каждый находится в непримиримом отношении с остальными. В этом и состояла, в сущности, суть путинской системы. Баланс в виде одного человека. Да? Стержень баланса был один человек, президент России Владимир Путин. И не важно, что большинство интриг были придуманы, не важно, что большинство интриг были придуманы даже не самим президентом, а частью его окружения. Важно то, что этот баланс всех устраивал. И эти интриги всех устраивали. И это понимание ситуации, когда стержнем является все-таки один человек, тоже также всех устраивал. Сейчас этот человек постепенно исчезает. Произойдет это на днях, и все закончится. Для него нет никаких сомнений в ближайшее время. Но как быть Сократычу с остальными? Сократыч — это прозвище Николая Платоновича Патрушева. Как говорят некоторые люди, которые ведут в том числе переговоры и с Патрушевым, и с его окружением, ну, так много еще Сократыч никогда не обещал. Посмотрим, к чему это все приведет. Я уверен на 100%, что такой альянс продержится недолго. Посмотрим, что будет, к чему выйдут, к чему приведут подобные договоренности, ну, скажем, хотя бы через месяц или через два. Я думаю, что уже начнут проявляться разного рода недомолвки и недовольства друг другом. Так, теперь перейдем немножко к другим темам. Другая тема — это Израиль, и многие вопросы связаны, в том числе в комментариях, и повестка дня, в частности, связана с тем, что многие недоумевают, почему Израиль еще не провел свою операцию сухопутную в секторе Газа. Здесь объяснение есть и довольно понятное и четкое. Израиль готовится провести эту операцию наиболее эффективно и в то же время не потерять
значительную часть своих ресурсов. То, что в этой операции есть острая необходимость, ну, стало понятно 7 октября. То, что затягивается решение, ну, на это есть определенные в этом есть определенные смыслы, определенные моменты, в том числе и те, которые касаются международной ситуации. Здесь есть и рекомендации со стороны США. Они ведут свою игру, и, конечно, они на стороне Израиля, в этом нет никаких сомнений. Но в то же время ведут и свою игру. То, что касается разговора Нетаньяху с представителями российского руководства, а ведь такие контакты есть. Ну, здесь как бы от Нетаньяху последовала четкая позиция: не вмешивайтесь, не помогайте Ирану никаким образом и, соответственно, не помогайте Хамас. Ну, это вообще, безусловно, не помогайте Хезболле, делайте все возможное для того, чтобы не помешать наземной операции, не подорвать интересы Израиля, иначе будет плохо. Что именно плохо? Ну, я думаю, что вы догадываетесь на сегодняшний день о состоянии здоровья президента России, его плачевном состоянии на сегодняшний день, пока еще живого президента России, доподлинно знают, доподлинно и аргументированно, и доказательно знает, конечно, руководство Израиля. Поэтому, конечно, рычаги давления на современное российское руководство у них есть. Так, теперь перейдем к немножко другой теме. Перейдем также в сфере конфликтов. В этот раз конфликт уже улажен и, надеюсь, что улажен навсегда. Высказывание президента Армении о том, что пересматриваются, не президент, извините, премьер-министра Армении Пашиняна, заговариваюсь уже, о том, что пересматриваются возможные альянсы, и Россия в этих альянсах, нахождение российских баз на территории Армении не есть в приоритете. Ну, понятно, да, что выход из АДКБ уже наметился, хоть Пашинян на сегодняшний день это довольно-таки вяло, но отрицает. Но мы с вами прекрасно понимаем, к чему все идет. Здесь надо быть слепым, глухим, немым, чтобы просто этого не понимать. АДКБ на ДКБ был поставлен крест год назад, когда и Пашинян, и Токаев высказали свое категоричное, по крайней мере, на тот момент решение о том, что о возможности выхода из АДКБ, приостановке своего участия в АДКБ. Тогда Путин был еще довольно бодр, и он уговорил Пашиняна и Токаева перенести подобные решения на 2024 год. Тогда такие обещания были даны, но мы с вами видим, что чем ближе к 2024 году, тем ближе и ближе крах АДКБ. Еще раз подчеркну, на АДКБ можно ставить крест, начиная с прошлого года. АДКБ не существует. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором он существовал до последнего времени. В принципе, на АДКБ можно было ставить крест еще в марте 2022 года, когда уже стало понятно, что российское руководство не способно справиться с ситуацией в Украине, не способно провести ту спецоперацию, которую они задумали. То, что эта спецоперация превратилась в войну, стало понятно уже в первые дни. А то, что российское руководство не в состоянии справиться, ну, стало понятно уже в первой половине марта, и к концу марта это было очевидно всем. Уже тогда стало понятно, что зонтик, который предлагает в АДКБ Россия, не стоит ничего. Вчерашние учения, тренировки с запуском ракет с установок Ярс и так далее, это, конечно, все замечательно. То, что ракеты есть, и то, что они даже куда-то летят и куда-то прилетают, все это великолепно. Вопрос в функционале ядерного вооружения. Ну, вот здесь огромный вопрос, просто огромный. Это огромный вопрос для всего российского руководства. То, что это как фактор сдерживания будет работать какое-то время, в этом нет никаких сомнений. А кого сдерживать? Кого и для чего сдерживать? Кто собирается нападать на Россию? Приведите хотя бы один пример.
все эти бредни о том, что США или страны Запада пытаются разорвать Россию, пытаются сделать ее слабой, но видите, это же бред. Сейчас страны Запада и США пытаются всеми силами удержать Россию от распада, пытаются всеми силами удержать стабильную ситуацию в России, как они считают, при той системе власти, которая была при Путине. Ну, разве это похоже на то, что готовы были разорвать? Ну, да ведь достаточно было выйти Джо Байдену и сказать, что в России появился двойник, а не президент. Ведь достаточно было сказать, что Путин не настоящий, и все. И это крах. Это возбудило бы просто нереальное движение внутри России и привело бы, нет никаких сомнений, в скором времени, ну, по крайней мере, к титаническим движениям внутри политической системы. То, что она рухнула, опять-таки нет никаких сомнений. Но ведь никто же этого не делает, ведь стараются удержать систему. Да и вообще при желании США и стран Запада нарушить статус-кво, политический статус-кво в России не составляет никакого труда, абсолютно никакого. Масса возможностей. Тем не менее, и США, и Евросоюз пытаются, ну, по крайней мере, лидеры многих западных стран, и не скажу, что весь Евросоюз, понятно, что есть Польша, есть страны Балтии, которые мыслят адекватно, которые понимают, что нынешнее российское руководство – это враг всего мира, и их враг в первую очередь, враг свободного мира. Но есть также политики на Западе, которых пугают подобные маневры с запуском ракет и так далее, и так далее. Ну, вот они, извиняюсь, боятся и оглядываются. Ну да ладно. Еще раз напомню, что у нас существует Patreon. Подписывайтесь на наш Patreon и будете иметь возможность получать ответы на все поставленные вами вопросы. В этот раз ответы Patreon выйдут завтра. Обычно я отвечаю по четвергам, но временами не хватает просто свободного времени и переношу на один денек. Вот так вот, завтра я отвечу на вопросы, поставленные в Patreon. И у вас, уважаемые подписчики и гости канала, есть возможность услышать эти ответы, если вы подпишетесь сегодня, завтра, да и вообще. Подписывайтесь, поддерживайте нас, мы поддержим, насколько можем, вас в это трудное время. Так, и также оставляйте свои вопросы в описании, извините, не в описании, ссылка на Patreon есть в описании к этому видео. Есть также ссылка на наши криптовалютные кошельки. Напоминаю, что вы можете оставить в комментариях к этому ролику свои вопросы. Перед тем, как оставить вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. Хочу вам напомнить, что мы вас любим. Это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго. До свидания.